Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим основные события, а также что нас ожидает по движению рубля, доллара, евро, основных активов на открытии московской площадки. Так, ну вот давайте посмотрим с вами. Тут начинают кипеть страсти с разных сторон. Во-первых, там Лукашенко закрывает границу с Европой, с Польшей, Литвой, оставляет только, по-моему, взаимодействие через Латвию, но стремится превратить в Мордор. Так, ну и вот в Европарламенте постоянно идет обсуждение касательно России, санкций, то, что связано с Навальным, там они какую-то резолюцию приняли. Сейчас они ведут обсуждение по поводу незаконности принятия поправок об обнулении. Но таким образом постепенно готовится почва для того, чтобы ввести какие-то более существенные санкции. И они, вот видите, постепенно, шаг за шагом, они что-то делают, но, скорее всего, какая-то критическая масса, она наберется после 3 ноября, когда в Америке пройдут выборы президента. Так, ну вот, Рэй Далио опять выступает с такими кардинальными основополагающими тезисами. Здесь он предлагает полностью изменить систему американскую. В каком плане? В том, чтобы она давала людям, во-первых, равные возможности, во-вторых, было более справедливое распределение благ. Но я так понимаю, он ситуацию толкает не в сторону Советского Союза, а скорее в сторону шведской или немецкой модели. Там, где, ну, действительно и более высокое налоговое бремя в случае роста доходов, но с другой стороны человеку даются большие гарантии, большие возможности. Но здесь далее апеллирует к тому, что подошли к определенной черте, но пока еще можно удержать мировое лидерство, в том числе и в конкуренции с Китаем. Но для этого надо увеличить привлекательность Америки. И для того, чтобы это произошло, нужно сделать более справедливым распределение доходов. Ну, смотрите, с моей точки зрения, здесь два момента краеугольных. Первый момент краеугольный, он заключается в том, на чем построено западное общество. Оно построено на свободах, это раз. И второе, оно построено на том, что все делается для конкуренции. Вот то, что предлагает Рэй Далио, оно с одной стороны отвечает текущему развитию общества, то есть когда действительно, ну, чем дальше, тем меньше у человека потребностей, грубо говоря, в том, чтобы выживать. То есть вот в том виде, в котором общество закладывалось там в 17 веке, 18 веке, оно было полностью ориентировано на то, что человек должен выживать. Сейчас ситуация изменилась. Человек попал в более мягкие условия благодаря научно-техническому прогрессу. Ужасающие войны 20-го столетия создали определенный иммунитет к тому, чтобы такой жесткач не устраивать. То есть даже если мы с вами посмотрим последние конфликты, которые происходят, ну если Африку только не брать, они, в общем-то, достаточно умеренный характер носят в плане, ну, каких-то зверств или потерь человеческих жизней. Вот. И поэтому Рэй Далио, с одной стороны, в его словах, в его призыве есть определенная толика истины, которая заключается в том, что действительно все течет, все меняется, подошли к такому пределу, когда действующая вот эта модель дикого капитализма, она уже ну, несколько себя износила, и надо вносить какую-то корректировку, которая сделает конкуренцию мягче, мед слаще, а деньги больше и доступнее. Вот. Но я думаю, все-таки он здесь немножко преувеличивает. У него, конечно, есть свой взгляд и свой опыт на те процессы, которые происходят. Но с другой стороны, то, что он предлагает, оно, как то, что делает Джером Пауэлл, оно может породить массу зомби-компаний, а здесь зомби-агентов. То есть, ну, когда как бы люди, они будут работать. То есть, вот почему, в чем проблема социализма была? То, что человек не был заточен на результат. То есть все что-то вроде бы делали, но поскольку не было у многих привязки к результатам, вот, то, соответственно, это привело к тому, что мы получили в 1989-1991 году. Вот, по сути, я вижу большие риски. То есть, да, предложение хорошее, то есть надо для людей создавать все условия, чтобы они росли, развивались, достигали успеха. Но, с другой стороны, это может
привести к коррозии системы. То есть здесь надо очень четко продумать механизм, как такое более справедливое, с одной стороны, перераспределение благ, оно именно будет способствовать тому, что у каждого человека будут более лучшие условия жизни, и он будет лучше самореализовываться, потому что такой путь, у него есть проблема, он приводит к дезорганизации, дезориентации, то есть когда общество начинает не производить то, что нужно производить, оно имитирует бурную активность, и таким образом это постепенно приводит к спаду и деградации. Так, ну это все лирика, давайте посмотрим, что происходит на рынках, что нам ожидать сегодня. Так, у нас в 9 часов Германия публикует индекс цен производителей. Раньше, конечно, это был очень существенный показатель для курса евро. Вот. Но сейчас я не думаю, что это как-то существенно отразится на курсе евро или на германском фондовом рынке. Так, далее в 10 часов уровень безработицы по РФ и объем розничных продаж. Ну, здесь вот мы посмотрим, что на самом деле реально происходит в экономике нашей страны. Ну и в 13:30 ждем заседания Центробанка и решения по процентной ставке. Но я думаю, высока вероятность того, что ставку оставят, как она есть. Ну, в общем-то, и все сходятся в этом консенсусе. Потому как сейчас ее снижение в текущей ситуации, оно, судя по всему, уже не даст позитивного эффекта. То есть, если это делать, это надо было делать раньше. Сейчас, наверное, это приведет с большей степенью вероятности к негативному эффекту. Потому как та точка, когда дешевые процентные ставки могли кардинально исправить ситуацию, по моему субъективному мнению, она была пройдена. Это надо было делать в мае. В июне. Сейчас здесь, скорее всего, это приведет к тому, что пойдет разгон инфляции. Ну и таким образом у нас сегодняшний день, он проходит под знаком рубля и курса рубля. Так, ну и в 6 часов данные по ВВП РФ. Так, ну в общем-то у нас сегодня весь день он получается привязан к решению по рублю, по монетарной политике у нас. Вот, соответственно, и вся светопляска будет вокруг рубля. Так, давайте посмотрим позиции, что по фьючерсам на срочном рынке. Так, ну здесь вот доллар-рубль. Что примечательно, нету никаких существенных отклонений в ту или иную сторону. То есть делают ставку на то, что будет по рубль-доллар боковик. Да, немножко чуть больше подрезали лонгов юрики, но я думаю, это несущественно. И нас сегодня все-таки, исходя из их ожиданий, должен быть боковик. Но на графике мы сейчас посмотрим, к чему это у нас будет вести. Так, евро-рубль. По евро-рублю здесь приблизительно такая же ситуация, как по рубль-доллар, но здесь больший упор делается на то, что все-таки рубль будет укрепляться к евро. Евро-доллар. Но здесь тоже баланс. Небольшой, скажем так, совсем небольшой перекос в сторону того, что евро будет ослабляться. Но в целом здесь ситуация, как вы видите, равновесная. То есть, судя по позициям юридических лиц, они сегодня ожидают боковик в паре доллар-рубль, евро-рубль и евро-доллар. Так, а вот по нефти здесь ситуация, конечно, поинтереснее, потому как по нефти делают ставку на то, что нефть будет расти. То есть юрики уверены в том, что нефть сегодня продолжит восхождение. Ну, вполне может быть даже задерг на 46, либо сегодня, либо в понедельник. Так, серебро, серебро, серебро. Ну, по серебру могу сказать так. По серебру делают ставку на то, что серебро будет корректироваться. И причем, скорее всего, сегодня, возможно, мы даже увидим пробитие нижней границы. И более существенное корректирующее движение вниз. Так, золото. Золото здесь похоже на проторговку, на то, что будут болтаться в диапазоне. Но здесь все-таки чуть больше делают ставку на то, что золото будет снижаться. Но на самом деле сегодня вот эти позиции юридических лиц, они несколько странные, потому что можно назвать их суммарно как какой-то боковик. Так, друзья, далее давайте посмотрим графики. Но у нас Китай сегодня пытается восстановиться.
Ну и по сути, вот это все движение у нас, как бы получается, здесь пока ужас не начался, здесь просто идет боковик. Возможно, даже не сломался растущий тренд. Так, ну китайский юань вообще как бы он очень хорошо укрепился. Пока непонятно, пойдет ли это дальнейшее укрепление в направлении 6,5. Вот здесь вот такие фигурки рисуют, типа а-ля попытка разворота. Вот. Но на самом деле это может быть просто остановка, потому что в Китае достаточно жестко правительство контролирует курс. То есть дали возможность укрепиться, исходя из того, что вроде бы пока вот тряслась ситуация с Соединенными Штатами, с торговой войной. Вот. И просто его тупо здесь оставили, сказали, пусть он здесь постоит, а дальше посмотрим. Так, далее S&P, SFD на американский фьючерс. Здесь пока ситуация не ясная. Посмотрим, как будет протекать хотя бы начало дня. Ну, судя по тому, что по Китаю есть позитив, Китай вниз не падает. Первое, что приходит на ум, что отсюда сейчас будет попытка либо проторговки в диапазоне, либо даже небольшого отскока в район 3395. Так, ну и четырехчасовик вполне подтверждает такой сценарий. То есть здесь у нас, судя по четырехчасовику, намечается движение, цель которого будет, ну, первая цель это 3395 и потом 3420. Вот такое вот движение. То есть по сути здесь сейчас скорее всего разворотная формация, которая приведет к отскоку и движению в идеале, цель которого будет 3570. Но эта конструкция не сработает, опять же, если мы пойдем тестировать и пробивать 3300, 3290. То есть вот это вот диапазон, если он будет пробит, то весь рост он рассыпется и пойдет движение, цель которого уже будет 3000. Но пока как бы я вот вижу, что сейчас эта формация, она с большей степенью вероятности ведет к росту. Так, друзья, далее нефть, но здесь пока идет все по позитивному сценарию, то есть вот видите, пришли в этот диапазон между двумя зелеными линиями. Если здесь сейчас начнем проторговываться и выстаиваться, то у нас следующий рывок уже будет, следующая остановка станция 46. Так, но четырехчасовик у нас достаточно позитивный, то есть все указывает на то, что мы либо будем находиться сегодня в этой области, либо даже отсюда попробуем выйти и потестить 44,8. Вообще отсюда цель движения это 46 и потом тестирование локального хая 46,5. Ну и здесь у нас как бы вся эта эйфория ломается, если пойдет движение вниз и пробой вот этого диапазона 42,2, 42,57. Так, далее индекс доллара. Но здесь как бы судя по всей формации, по тем страстям, которые разворачивались, ему сегодня бы полагается вот в боковике побыть 92,8, 93,4. Вот здесь вот походить, поколебаться. Но на самом деле, если вот по индексу доллара рассматривать вот эту часть движения, вот отсюда и до сюда, то здесь как бы скорее всего с наибольшей степенью вероятности все указывало на то, что будет движение на 90. Но вот здесь вот в этом фрагменте что-то произошло, что-то сломалось. И соответственно пошел перелом и судя по всему все-таки мы будем наблюдать рост доллара. Но опять же надо понимать, что это фондовый рынок, здесь нету, скажем так, что вот сказал и оно так будет. Нет, здесь возможны разные сценарии, потому что вот сейчас, поскольку это пошла проторговка, если он и дальше будет колебаться, вырастет вероятность того, что мы все-таки пробьем вот этот диапазон и у нас разовьется движение, цель которого будет 90. Сегодня все в большей степени указывает на боковик в этом диапазоне, вот здесь вот. То есть небольшой рост индекса доллара. Вот. Если мы получаем пробитие 92,8, 92,75, то мы будем иметь дело с укреплением евро и других валют против доллара и уход уже скорее всего вот сюда, вот в этот диапазон. Но я думаю, сейчас пока такой сценарий маловероятен. Так, друзья, евро-доллар. Ну, по евро-доллару у нас все, мы ушли, скорее всего, в такой нисходящий канал. Здесь небольшое движение вверх на 1,1880, может быть 1,19. И потом, вероятно, последует отбой. И дальше уже будет движение на 1,1750, но это уже будет не сегодня. Сегодня, скорее всего, вот сюда вот куда-то мы сходим.
Верхний предел 1,1990. В том случае, если пойдет пробитие 1,1917, 1917 роковая цифра, то в этом случае такой сценарий либо откладывается, либо ломается, и мы увидим тестирование вот этого перехая 1,2011. Но я пока больше склоняюсь к тому, что сейчас мы немножко сюда сходим, и дальше пойдет движение вниз. Сегодня во второй половине дня и в понедельник. Так, далее золото. По золоту у нас страсти кипят, но страсти кипят, они пока кипят в рамках восходящего канала. И сегодня позиции юриков на ММВБ указывают на то, что ждут боковик. Но все-таки, наверное, этот боковик будет ближе к диапазону 1970 по котировкам Чикаго. Поэтому я думаю, скорее всего, по золоту сегодня будет рост. Так, но если брать 15-минутку, которая в наибольшей степени описывает движение золота, здесь у нас картина следующая. Сильный уровень 1951, даже если сейчас будет корректирующий откат, но если этот уровень будет удержан, то все это дело выкупается, и потом сегодня уже пойдет сначала 1961, потом 1970. Вот, если таки 1951 будет пробито, у нас цель движения, которая находится здесь, 1942-1940. Вот сюда вот тогда, скорее всего, будет очень быстрое движение. Вот. И если будет удержание 1938-1940, то потом отсюда мы отскакиваем и идем расти. Если пробой, то все, 1920 и потом 1911. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD, Tomorrow, дневной таймфрейм. Но здесь все замерло в ожидании решения ЦБ. Смотрите, здесь как мне видится картина. Вообще здесь у нас сформировалось движение на рост. Вот. Но это движение на рост, оно пока не реализовано. Рост доллара против рубля. Мы еще не вышли вот из боковика, который 75,5, 74,6. То есть вот только уверенный пробой 75,5 будет говорить о том, что все, доллар пошел против рубля расти. И тогда в самое ближайшее время будет цель 76,1, потом 76,6. Вот сюда вот тестирование на прочность. Позиции юриков указывают на то, что не ждут особо роста доллара против рубля. Плюс нефть показывает позитивную динамику. Но смотрите, здесь, я думаю, ситуация следующим образом будет сейчас развиваться по рубль-доллар. Вот у нас на открытии существенный момент — это пробитие 75.15, 75.05 вот этого диапазона. Если этот диапазон на открытии на объеме будет пробит, то весьма вероятно, что будет сразу достигнута цель движения 74.9, 74.8, вот сюда вот. Если он здесь не останавливается и не начинает торговаться или отскакивать, то это ведет к дальнейшему движению на 74.57. Если 74.57 пробиваем, здесь уже будет все движение на 74 и укрепление рубля. Я думаю, вот сейчас на открытии более всего приходит на ум это движение, попытка пробития вот этого диапазона и движение в диапазон 74.8, 74.9. В том случае, если сейчас на открытии у нас пойдет движение наверх и будет пробитие 75.3, здесь у нас молниеносно развивается движение, цель которого будет уход на 75, 62, 75, 65. Вот сюда, в этот диапазон. Если этот диапазон пробивается, то улетаем на 76.01. Пока здесь больше всего указывает на то, что будет какой-то небольшой корректирующий откат и укрепление рубля.